Здравствуйте, мои хорошие! Тере вам всем из Эстонии, из Сталина. Меня зовут Яна. И завтра в нашей стране праздник. В нашей Эстонии мы будем отмечать День независимости страны, 107-я годовщина о независимости нашей Эстонии. Вы знаете, этот год праздник мы встречаем как-то не очень радостно. Не хотела я, конечно, бы портить видео пессимистическими настроениями, но я вам скажу честно и открыто, вот без всяких приглаживаний и причесываний. Жить стало хуже в Эстонии. Я не боюсь этих слов. Жить стало хуже, жить стало сложнее. Душат налогами, очень низкие зарплаты, очень высокие налоги, очень высокие квартплаты, доходы практически не растут, продукты дорожают с невероятной скоростью, моргнул и просто вверх летят цены на все. И поэтому ни с какой радостью эту годовщину мы с вами не встречаем. Радости нет, честно вам скажу. Но я стараюсь так. Ну, раньше я говорила, что без политики, но без нее совершенно никак и никуда, потому что, просто втягиваешься во все это, да, и, невозможно закрывать глаза на то, что происходит вокруг. Но, тем не менее, все-таки стараемся минимизировать эту политику. В общем, я вообще пришла сегодня к вам с рецептом. Да, страну я свою поздравляю, желаю ей процветания, терпения, элягуэсти, но... Пришла я к вам сегодня с рецептом. Рецепт эстонской кухни в такие праздники. Конечно, хочется чего-то именно эстонского, вот сугубо эстонского. И сегодня я пришла к вам с холодным салатом, блюдом холодной кухни, или как это правильно сказать, да, салат рассолье. А может быть, многим это известно, да, но многие ли знают, как он вообще истинно и правильно готовится, что салат это именно эстонский. Кто-то называет его альтернативой селедки под шубой, а где-то в источниках написано, что рассолье это производное от русского винегрета. Упоминания об этом салате еще датированы 1824 годом. Рецептов рассолья много. Так же, как и кто-то в оливье кладет горошек, кто-то не признает там репчатый лук, кто-то не кладет горошек, кто-то кладет кукурузу. То есть, рецептов рассолья тоже есть, но все-таки более-менее такой старинный он существует. Но вот как кому вот он понравится и подойдет. Я не буду делать чистую классику, потому что мне оно не совсем нравится. Как вот сейчас, что скажете вы. Значит, в классический совершенно рассолье идет в большей степени идет селедка и свекла. А в меньшей дозе идет морковь и картошка. Сейчас я все это покажу наглядно, но расскажу про классику. Мы немножко с вами отступим. Селедка, значит, свекла, морковь, картошка, немножко яиц, репчатый лук и вареный кусочек говядины или свинины. Типа буженины. Вот я не могу так, и у меня в семье не признают так, чтобы в одном салате была и рыба, и мясо. Муж говорит, что так нет. Я тоже нет. А вообще в эстонских магазинах продается либо рассолье лихага, то есть с мясом только, либо рассолье калака, да, с херинкага, с селедкой. И бывает еще рассолье лихата, то есть без всего. Туда можно не класть ни селедки, ни мяса. А так, чтобы вот в классическом варианте была и селедка, и свинина вместе, вот это как-то нет. Обязательно туда идет яблочко. Вот это яблочко мне тоже нет. Вот, поэтому мы сегодня сделаем по моему рецепту, так скажем, по более распространенному, что едят вот в Эстонии, как сказать, по-настоящему, да, что продается в магазинах и как. Значит так, я сварила несколько картошек, все взвесила, морковок, все ингредиенты оставлю в описании по граммовке, чтобы вам было понятно. Приготовила набор продуктов. Я беру по 250 грамм моркови, картошки, а свекла и селедка у меня 500 грамм, потому что селедки и
свеклы должно быть не 1 к 1. В смысле, я имею в виду с картошкой. Поняли меня, да? Но я оставлю в описании. Селедка у меня вот такая. 10 килограмм. То есть 500 грамм отсюда. Это пачка 500 грамм. Свекла она у меня уже вареная. Яйца приготовила. Заправка это сметана, горчица, чуть-чуть перца, соль и сахар. Немного репчатого лука, который, в смысле, красный. Я беру красный, но, наверное, не целиком, пополам его. Беру миску и начинаю собирать наш салат. Когда говорят, что надо заправлять рассоль и майонезом, по сути, это неправильно. Майонезом не заправляется рассоль никогда. Ну, в классике. Я тоже не буду это делать, потому что, да, сметана. Здесь нужна сметана. Некоторые делают майонез со сметаной, некоторые только майонезом. Но, по сути, это не так, не должно быть. Так, чем я нарезаю? Это все мы это крошим на кубики. Здесь нарезка обычная кубики. Кто ножом, а я буду делать это все быстро с помощью решетки. Все салаты всегда я нарезаю вот такой решеткой. Очень быстро, за несколько минут. И строгаю только... Так, огурчики я не сказала вам, показала, но не сказала. Огурчик обязательно нужен будет 2. И вот это вот луковица. Луковицу и маринованные соленые огурцы. Маринованные в данном случае решеткой не сделаешь. Все остальное я крошу вот этой вот решеткой. Оливье. Это дело нескольких минут. Сейчас покажу наглядно. Оливье можно собрать, любой салат, за считанные минуты. Беру решетку и вот, допустим, картошечка. Надавливаем настолько, сколько был бы этот кубик, да, проворачиваем. Все. И так вот я оливье и все остальные делаю. Все. Картошка, морковь должна быть полностью остывшими. Это не винегрет. И чтобы она нормально прорезалась на кубики, надо остудить полностью. Так. И морковку тоже надавили. Она стоит, эта штука, вот это вот устройство, стоит евро в любом магазине мелочи. Так, на оливье вот колбасу точно так же на эти кружочки нарезать, на кружочки я нарезаю, и потом продавить вот такая неаккуратная, все правильной формы. Все. Так делаем все. Свеклу точно так же. Настроение, вы знаете, не праздничное. Настроение не очень, потому что, наверное, все вокруг взаимосвязано. Люди тоже все недовольны, люди живут хуже. Когда человек живет хуже и у него что-то не так, он становится злее. Но это нормально, наверное. И поэтому на канале и в ТикТоке, на своих 2 каналах, я и здесь в Ютубе сталкиваюсь, конечно... Не хочется юлить и говорить там как-то, но с откровенной ненавистью, с откровенной неприязнью. Причем неважно, ко мне, как к блогеру, или между собой, если там заварится какая-то заварушка, начнется. Все очень негативно и враждебно друг к другу относятся и враждебно настроены. Я не говорю сейчас о национальном вопросе в Эстонии, который усугубился в связи с известными событиями в мире. Очень сильно усугубился, и как раньше, когда это было еще более-менее как-то вежливо обходили, то теперь самый распространенный комментарий, и никто не стесняется, никто без всякого уважения, это знаменитый чемодан «Вокзал Россия», всем без, раз у тебя русский язык, значит ты все, чемодан, вокзал и вот это вот все. Это просто сплошь и рядом. Хорошо не любят одни других. Ну, вы понимаете, да? Национальный вопрос в Эстонии, эстонцы русские. Да, не любят. Раньше меня, когда спрашивали об этом на стримах, я как-то пыталась смягчить, потому что все-таки, если ты говоришь на языке и все-таки более-менее владеешь, интересуешься культурой и как бы все-таки ты в теме, да, и праздников, и языка, и новостей, и всего, то теперь это совершенно не помогает, или как это сказать, не спасает и не учитывается. Раз у тебя русский язык, значит сразу чемодан-вокзал. Причем не только русские эстонцев не любят, и эстонцы русские, это так стало явно видно.
явно. Также относится к украинцам, которые находятся здесь. Я не знаю, можно про это говорить, нужно про это говорить или нет, но послушайте. Что я читаю на Ютубе, это еще маленькая толика, что происходит в ТикТоке, это просто откровенная ненависть ко всему, все, что шевелится вокруг. И украинцы здесь плохие, и русские плохие, и все между собой только ругаются. Ни вежливости, ни какого-то уважения, никаких-то рамок. Вообще все стерлось, исчезла только одна какая-то ненависть и срач, простите. Срач. Откроешь комментарий, волосы дыбом. Катись в свою Украину, и вот это такое прочее, мне. И чемодан, вокзал, Россия, и вообще, ну, что-то просто, я не знаю. Что стало с людьми? Люди озлоблены страшно. Это просто невыносимо. Они все загнаны этими налогами, ухудшением жизни, известными событиями в мире или что. Да, это ваша последняя независимость, и то и сё, да вы теперь отключились от Брэл, вы теперь там идётесь туда-сюда. Я не знаю. Так, спокойно и полить спокойно. Режем огурцы. Огурцы придется порезать, потому что через решетку они не пройдут, они нагнутся. Огурцы и лук придется резать. Огурцы посмотрим, сколько. Обычный кубик. Вот здесь, как раньше по старинке на оливье стругала. Вот я вот это единственное, когда надо постругать. Так что от позитива очень мало что осталось. Растущие цены, недовольные люди. И все очень злые. Я не побоюсь этого слова. Все. Огурчик сюда запихиваем. Так, вот это все, значит, покрошили. Я думаю, одного огурца здесь вполне достаточно. А луковички возьму половинку, много не надо. Режем тоже мелко. Ее, к сожалению, тоже через решетку не пропустить. Как-то не очень праздничный выпуск получается. Но знаете, когда получаешь счета, а потом комментарии к этим счетам про то, как воет Нарва о том, что там совершенно чудовищные квартплаты. Когда я озвучиваю среднюю зарплату в Эстонии 1900 и 1600, говорят, что я сказочница и что такого не существует. То есть люди массово, значит, получают минималку. Ну, просто настругала это, только все. О чем мне пишут, что почти все получают минималку. Накрошила лук, все это перемешиваем. И теперь самое главное. Теперь свекла в большем количестве должна пойти. Здесь было по 250 всего, лука меньше, да, один огурчик. То 250, значит 500 селедки и 500 свеклы. Для селедки, для свеклы я одеваю перчатки. Не потому, что здесь что-то я не хочу картошку трогать руками или что, просто я не хочу пачкать собственные руки с новым маникюром, ничего больше. Потому что я делаю для своих домашних. Так, взвешиваем 500 грамм селедки. Масло отсюда использовать мы не будем, его не нужно. Сушить специально тоже ничего не надо, но взвесила селедочку, ее просто меленько порежем, да, ее тоже с решеткой, к сожалению. Было бы оливье, знаете, с колбаской. А так просто кубиком мелко. Положила всю селедку по граммовке. Теперь это все перемешиваем. Будем добавлять свеклу. Свеклу покупаю сразу вот такую вареную. Конечно, можно сварить самой. Это не вопрос, но я нет. Она уже чищенная. И мы делаем с вами то же самое. Такие же квадратики с нее.
Чуть надавили на вот этот размер и прокрутили. Можно резать, конечно, кому как хочется. Свеклы 500 грамм, селедки 500 грамм. Уже 4 яйца здесь почистила, рядом лежат. Кстати, их я тоже делаю решеткой, сейчас вам покажу. Это касается вот этих всяких других салатов, оливье и так далее. Ровные кубики. Все это мы с вами сейчас тоже перемешаем. Салат этот должен настояться. Я делаю его с вечера, потому что праздник у нас завтра. И к празднику он настоится, и все ингредиенты между собой соединятся. С яйцами. Что я делаю с яйцами, с этой решеткой? То же самое. Надавили, провернули. Надавили, провернули. Все. Иногда в оливье я натираю прямо вот так вот его. То же самое. Одним яйцом украшу сверху при подаче. Сюда 4, одно оставлю. Ну, я просто сварила побольше, чтобы одним чуть-чуть посыпать сверху. Можно при подаче еще зеленым лучком сверху. Я люблю зеленым лучком припорошить. В общем-то, это все. И мы сейчас с вами будем готовить уже соус заливку. Еще раз повторю, что на самом деле многие делают с майонезом. Это неправильно. Туда не идет майонез, туда идет сметана. Смотрите, как вам по соли солить. В соусе у нас будет с вами соль, перец, горчичка и сметана. Весь сразу заправлять я не буду. Я беру небольшую емкость, заправляю там, он настаивается. Так что, кстати, я с оливье делаю. Не все иду бадью, я буду мешать сейчас со сметаной. Для тех, кто хочет полную классику, вот сейчас на этом этапе добавляется 200 грамм буженины. У меня она есть, но домашние у меня не любят, что в одном салате и то, и то. Я ее как раз-таки недавно делала сама, но мясо и рыба в одном не очень. Сюда должно еще пойти кислое яблоко. Вот кто любит такое сочетание, это очень вкусно. Хотя надо нам с вами попробовать как-то сделать такую мисочку, что еще туда мясо покрошить. Интересно. Сметана. Напишу всю граммовку тоже. Горчица. У меня она не сильно острая. Домашние тоже не любят сильно острого ничего. Соль, перчик, черный перец. Перемешиваем и заправляем наш салат. Беру не очень большую емкость, чтобы показать вам, как я это делаю. В том смысле, что я не кладу сразу сметану во всю эту бадью, чтобы там ничего не кисло, знаете, и так далее. Так, теперь сюда заправку. Ну, примерно вот так это получается с виду. Немножечко яйцом украсим сверху, той же решеткой я делаю. Так, и еще я бы немножечко покрошила сюда зеленого лучку. И вот так зеленым лучком. Вот и все. Все очень просто и довольно быстро, согласитесь. Немножечко настоится и можно пробовать. Это очень вкусно. Я вот отвечаю вам точно. Поверьте мне, повторите, вы не пожалеете. Чудесный салат, очень вкусный.
И хотелось мне как раз порадовать вас вот каким-то прямо сугубо эстонским рецептом. Как раз прекрасный повод, праздник, День независимости нашей страны. Ну и какой же эстонский праздник, если на столе нету бутербродиков килюга с килечкой или херинькака. Прошлый праздник, прошлый год мы с вами делали бутербродики с килечкой по-эстонски. Кто не видел, посмотрите, пожалуйста, такие ролики есть у меня на канале. Ну а сегодня мы сделаем с вами с селедочкой. Черный хлеб обязательно ржаной, сливочное масло, кусочек селедочки, немножко репчатого лука, капелька яйца. И это первое, к чему потянутся ваши ручки, когда будет накрыт стол. Давайте быстренько сделаем. Черный кусочек хлеба мажем маслом. Никаких маргаринов, спредов, или как они там называются, вот это не надо. Испортите просто. Сливочное масло. Потом я делю вот этот хлебушек на 4 части. Я вам так, как на образец, выкладываю в форму такую в виде рыбки, да, чтобы у нас с вами все подходило по тематике. Вот так вот сделаю, да? Вам наглядный пример. Берем с вами селедочку и так вот ее наискосок от филе уже. И вот так ее на хлебушек. Парочка полуколец вот так красного лука, лучше красного. Вот так вот. Можно яйцо, можно не добавлять. И это самое-самое такое вкусное, конечно, солененькое. Вот у меня немножко яйца осталось, но это так, чтобы вам для общего представления. Белок так вот получается. Желток кончился. Но я, чтобы вы поняли, да? Для этого делаю. Да, то есть селедочка, лучок, масло, поняли. И вот этот тандем салата с селедочкой, вот этого и этих бутербродиков соленых, ну, это просто замечательно, это вкусно, это всеми любимая, национальная, вот такая эстонская закуска. Еще можно вот заменить бутербродиками с килечкой. Можно, конечно, что-то приготовить, еще разных очень много вариантов, но об этом уже будем с вами делать в следующих видео. Несмотря на все сложности, на все трудности и противоречия сейчас в нашем мире, Häid Pyhi Eestimaa! С Днем независимости, родная Эстония! Ну вот и все. Все очень быстро, все очень просто, это очень вкусно. Это эстонские национальные закуски. Еще раз с Днем независимости, родная Эстония. Häid pühi kõikidele. Ilusat vabariigi aastapäeva. Häid pühi kõikidele. Всех с Днем независимости нашу родную Эстонию. Я призываю всех быть добрее. Я призываю всех к миру. Я призываю всех к тому, чтобы между собой мы были добрее, терпимее. Я призываю к пониманию, к доброте, к взаимоуважению. Давайте уважать друг друга, будем терпимее, вежливее и все-таки относиться с добром друг к другу, к миру. Тогда должно быть все хорошо. Häid pühi!